Привет, Арми. Что, если один взгляд может рассказать больше, чем 1000 интервью? Что, если в одну почти незаметную секунду возникает история, которая на самом деле никогда не планировалась? Добро пожаловать в пространство, где мелкие детали говорят громче слов. Тихое, хрупкое пространство между двумя именами, известными во всем мире, Ким Тэ-хёном и Чон Чингуком. В тот вечер Чингук завершил серию мероприятий с Хоблат по-своему, не с излишней роскошью, не с драматическими жестами, а чем-то очень простым. Он остановился, низко поклонился и поприветствовал своих поклонников по одному, в условиях плотного графика, в окружении охранников и вспышек камер. Его шаги замедлились, его улыбка не дрогнула, теплая, искренняя. Как будто он хотел убедиться, что никто не чувствует себя обделенным вниманием. В тот вечер в нем царило спокойствие, не только харизма мировой звезды, но и успокаивающее присутствие. Его глаза сверкали, когда он встречал поклонников. Его движения были небольшими и естественными, следуя мягкому ритму музыки, играющей на заднем плане. Когда он исполнял «Севен», атмосфера в зале изменилась. Уверенность, мощь, контроль. И все же отпечаток скромной юности, который никогда не исчезает. В этом двойственность Чингука, суперзвезда с необычайной привлекательностью, но при этом скромный, несмотря на все овации. Генеральный директор Хоблат тепло приветствует его. Зал сверкает роскошными часами, хрустальными люстрами и непрерывным звуком затворов фотоаппаратов. Но больше всего выделяется поведение Чингука. Каждый комплимент встречает застенчивой улыбкой, каждые аплодисменты уважительным кивком, его популярность продолжает расти, и все же он остается простым и приземленным. Этот момент стал еще более впечатляющим, когда 7 участников BTS позировали вместе для обложки GQ Корея. 7 мужчин, выстроившихся в ряд с точностью, драматическое освещение, создающее резкие тени на их лицах, позы выверенные, профессиональные, безупречные, технически совершенные. Это была всего лишь фотосессия для журнала, но был один момент, который ощущался по-другому. С правой стороны кадра Тэ-хён одет в ярко-красный свитер. Цвет поразительный, теплый, почти провокационный под студийным освещением. Его невозможно не заметить, но больше привлекает внимание не красный цвет, а направление его взгляда. Он не смотрит в камеру. Его голова слегка наклонена, едва заметно, почти незаметно, но этого достаточно, чтобы изменить всю эмоциональную составляющую изображения. Его взгляд прикован к Чингуку. Рядом с ним Чингук одет в темно-бордовый цвет, более темный, спокойный и загадочный оттенок. Он смотрит вперед, его плечи расправлены, челюсть слегка сжата, он не поворачивается, он не отвечает на взгляд, и именно здесь начинает нарастать едва уловимое напряжение. Тэ-хён смотрит, Чингук молчит, не в отрицание, а скорее, как выбор, чтобы сохранить профессионализм в центре внимания. Их разделяет всего несколько шагов. Тем не менее, их язык тела создает интересный эмоциональный контраст. Взгляд Тэ-хёна мягкий, почти задумчивый, словно он читает что-то невысказанное. Тем временем Чингук излучает непроницаемое спокойствие, словно он осознает внимание, которое ему уделяется, но предпочитает оставаться сосредоточенным на камере и своих обязанностях. Намеренно ли это, является ли это частью творческого замысла, или просто спонтанным моментом, запечатленным объективом, мы, возможно, никогда не узнаем. Цветовой контраст усиливает визуальное повествование, ярко-красный и темно-бордовый, теплые и сдержанные, выразительные и спокойные. Две разные энергии сосуществуют в одном кадре, не отталкивая друг друга. Иногда химия проявляется не через прикосновение или громкий смех, иногда она живет в почти незаметных деталях, в изменении взгляда на полсекунды, в легком сжатии челюсти, в решении стоять неподвижно, когда внимание так сильно приковано. Именно поэтому этот момент кажется чем-то большим, чем просто журнальная фотография. Он кажется человечным. Он кажется естественным, не нужно преувеличивать. В самообладании есть что-то глубоко личное, в сохранении спокойствия, когда весь мир наблюдает за каждым его шагом. Молчание Чингука в тот вечер не было холодным, оно было профессиональным, оно было спокойным, оно демонстрировало зрелость артиста, понимающего свою роль. С другой стороны, взгляд Тэ-хёна излучал нежность, он не был драматичным, он не был требовательным, он был просто присутствующим, это была форма молчаливой поддержки, не нуждающейся в публичном признании. И этот молчаливый обмен, если его можно так назвать, напоминает нам о динамике, которая формировалась годами не посредством громких заявлений, а благодаря небольшим закономерностям, взгляды, ищущие друг друга в толпе, шаги, которые неосознанно совпадают, комфортное стояние рядом.
Чингук часто наблюдает за Тэхёном тихо, не для привлечения внимания, а как форма осознанности, рожденной долгим совместным путем. Тэхён отвечает по-своему: мягкая, едва заметная улыбка, простой, небольшой жест, знакомое присутствие. Это не сцена из романтического фильма, и это не драматическое повествование, это портрет двух участников группы, которые прошли через годы становления, давление индустрии, пристальное внимание всего мира и личностный рост. Взросление под пристальным вниманием мира, безусловно, непросто, но единство, построенное с момента их дебюта, обеспечивает прочный фундамент. Теперь динамика кажется более зрелой, более стабильной, более устойчивой. Ощущается явное эмоциональное равновесие, понимание того, что у каждого есть свое пространство, ответственность и индивидуальный путь. В мире, где каждый шаг тщательно проверяется, такая непринужденность становится чем-то бесценным – дружбой, уважением и единством. Каким бы ни было название, самое важное – это позитивная энергия, которая продолжает излучаться. Потому что по-настоящему резонирует не предположение, не теория, а нежность одного взгляда, решение оставаться здесь и сейчас, взаимное уважение среди больших ожиданий. На фотографии GQ действительно изображены 7 мировых икон на пике своей карьеры. Но в эту секунду слегка помятый красный свитер, неизменный бордовый, мы видим прекрасный контраст, не скандал, не скрытое откровение, просто интерпретацию, рожденную из перспективы каждого человека. А иногда чувства зрителя говорят больше о нем самом, чем о человеке, на которого он смотрит. Потому что, в конце концов, самая крепкая связь не нуждается в криках, она не нуждается в подтверждении в интервью, она не нуждается в подчеркивании в заголовках, она живет в профессионализме, взаимное уважение и единство, которое сохраняется, несмотря на перемены времени. Что, если один единственный взгляд действительно хранит в себе годы истории, историю долгих тренировок, грандиозную сцену и совместное путешествие? Что, если это почти незаметная секунда, всего лишь небольшой фрагмент более широкой истории дружбы, не в блеске сцены, не в свете прожекторов СМИ, а в тишине, которую понимают те, кто ее переживает? Потому что самые сильные вещи редко бывают громкими, они стабильны, последовательны и реальны, и, возможно, именно это мы и увидели в тот вечер, не драму, не домыслы, а двух профессионалов, стоящих рядом, несущих свои собственные долгие истории, в одном взгляде, который не нуждается в объяснении. И, возможно, в этом и заключается красота. Не в том, что можно доказать, не в том, что можно объяснить, а в том, что можно почувствовать, потому что не все значимое нуждается в уточнении, не каждая связь нуждается в определении. В быстро меняющемся мире развлечений, где каждая секунда вырезана на фрагменты, каждое выражение лица увеличено, а каждый жест интерпретирован, сила заключается в простоте, в их профессионализме чувствуется непоколебимость. В том, как они стоят рядом, не привлекая к себе лишнего внимания, зрелость. BTS прошли долгий путь, от небольших сцен до мировых стадионов, от времен сомнений до глобальных достижений. Этот путь сформировал их не только как артистов, но и как личностей, и когда 7 человек, выросших вместе, стоят в одном кадре, безусловно, есть слои истории, которые камера не видит. Но важно помнить, что то, что мы видим, остается фрагментом момента, а не всей историей. Мы, как зрители, получаем лишь определенный ракурс, определенный свет, определенную секунду, в то время как истинный смысл, если таковой имеется, принадлежит тем, кто его переживает. Возможно, именно поэтому маленькие моменты кажутся такими сильными, потому что они дают пространство для воображения, пространство для интерпретации, пространство для того, чтобы сердце почувствовало что-то личное, без необходимости переступать границы, без необходимости превращать это во что-то большее, чем реальность. Этот взгляд, намеренный или нет, остается человеческим жестом, а человеческие жесты всегда обладают своей собственной привлекательностью, потому что за статусом суперзвезды, за дизайнерской одеждой и хрустальными люстрами скрывается человек, испытывающий усталость, гордость, эмоции и благодарность. И, возможно, для армии самое прекрасное – это не пытаться угадать значение каждой детали, это ценить пройденный ими путь, уважать их профессионализм и поддерживать их работу. Ведь в конечном итоге то, что заставляет группу существовать, это не слухи и не теории, а упорный труд, доверие и уважение, выработанные годами. Один взгляд может казаться особенным, один миг может казаться другим, но по-настоящему долговечными остаются последовательность, преданность и стремление двигаться вперед вместе.
Поэтому, возможно, ответы на все эти первоначальные вопросы не нужно искать. Пусть они останутся моментами, простыми, элегантными и открытыми для мудрой интерпретации. Потому что самые сильные вещи не всегда кричат, они стоят прямо, спокойно и решительно, как две фигуры, которые остаются профессионалами под светом прожекторов, как дружба, зародившаяся со временем, как путешествие, которое продолжается. И если однажды мы оглянемся на эту фотографию, возможно, мы почувствуем не любопытство, а гордость, потому что мы стали свидетелями лишь небольшой части их долгого пути. Ни драма, ни домыслы. Это просто история преданности, единства и роста. И, возможно, в этом и заключается истинный смысл взгляда, который не нуждается в объяснении, потому что важнее не то, что видно, а то, как мы решаем это интерпретировать, с уважением, со зрелостью и с любовью мудрого поклонника.